Привет, друзья! У нас с вами выпал первый снег. Но на улице все еще тепло, и он растает. А этот выпуск вот по какому поводу. Сегодня я собираюсь колхозить. Стуки в задней части подвески Надежды Тойотовны приобрели уже плачевный характер. Словно адский сатана по ту сторону долбит кувалдой по наковальне. Вот нижняя часть амортизатора. Внутри резинки их просто расколошматило. При езде раздается такой же звук, как будто колесо не прикручено до конца. И диск болтается. Я заехал в наш любимый автомагазин и приобрел вот такие вот резинки на классику. Это у нас, значит, втулки заднего амортизатора. С двух сторон ставятся в проушину. Ну а так как ямы у меня пока нету, и чтобы под машину залезть, я еще пока толстый, буду поднимать домкратом, откручивать колесо и подлазить со стороны колеса. Итак, у нас здесь получается болт на 14. Откручиваем его. Вот в таком виде резинки изношены на один бок. Вон как. Все, мы сейчас поставим новые и затянем. Итак. Ну, эти туго оделись. Нормально так туго залезли. Сейчас, я думаю, они туго затянутся. Все, теперь это затягиваем. Вот резинки, которые я купил, одна штука у нас обошлась по цене 7 рублей. Итого бюджет составил 28 рублей. Я думаю, это не очень дорого. Конечно, в идеале и в дальнейшем, если амортизаторы будут все еще целы, я считаю, что нужно брать полиуретан. Я просто заехал в пару магазинов, его нет. Но я думаю, эти резинки тоже послужат. Еще постоят. Посмотрим, кстати, по времени сколько. Если они быстро выйдут из строя, то, я думаю, в ближайшем ролике вы об этом узнаете. Если же будет тишина, то неплохое решение. Все, он стоит намертво. Стоит затянутый намертво. Все, четко. А с этими резинками он уже болтался и начал
начинал стучать. Ну и у нас еще один моментик. Я когда переобувался, наши монтажки мне порекомендовали мазануть какой-нибудь смазкой шпильки, пока я их не убил. Ну вот у меня валяется баночка смазочки. Вот, а то тут ржавчина уже убивать начала резьбу. Пока она не умерла, мы ее мазанем. Так сказать, Машу маслом не испортишь. Ой, то есть кашу маслом не испортишь. Ну, еще мазанем. Скоро откручивать, кстати. Вот, как-то так. В дальнейшем я еще планирую менять вот этот привод. Он у меня есть. Мне нужно только поменять пыльники на нем. Ну и промыть и смазку заменить. Не буду его сюда ставить. Но это в будущем. Я думаю, что в скором будущем. Итак, с этой стороной мы заканчиваем. Сейчас ставим колесо, опускаем домкрат. И переходим на ту сторону, делаем аналогичную операцию. Там немножко будет труднее мне с домкратом, потому что там глушитель стоит. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Хочу объявить отдельную благодарочку Сергею Александровичу. Я думаю, что он рано или поздно увидит вот это видео. За то, что он мне презентовал вот эту вот смазку, которую я на машине много где применяю. И на велосипеде тоже. Можно сказать, стала неотъемлемой частью моего образа жизни. Вот так вот. Я, Серега, тебе благодарен. Вот. Вот тут вот вообще с этой стороны. Ну куда? Это ж никуда не годится. Очень сильный стук. Вот что мне в японцах нравится. Тут сорвал болт, гайку. И легко и просто от руки открутил. Практически везде. Так. И он сам по себе, он чистенький и сухой. Вот, он не откручивался больше 10 лет. Да, здесь резинки еще больше разбиты. Так вот, сравните. Вот это резинки, которые стояли, вот это резинки, которые я ставлю.
Да, как я уже говорил, повторюсь, что я бы хотел полиуретан, но заехав в магазин в один, во второй, полиуретана не было. И потом, в дальнейшем, когда полезу в эту степь на машине уже, то я думаю, найду полиуретан к тому времени и буду ставить его. Ну, пока обойдусь этими резинками. Тем более цена вопроса. 7 рублей штука. Все, затягиваем как следует. Ну вот теперь это стоит так, как и должно стоять. Делов-то 15 минут. Так, ну вот тут вот у меня еще один моментик. Я когда резину менял, у меня трубка вот эта вот защитная выскочила. Так сказать, кожух. Надо ее вставить обратно. Ну, сейчас 2-3 недели, и я уже буду ставить зимнюю резину. Да, сегодня я еще планирую... Нет, наверное, полностью лучше открутить. Сегодня я еще планирую поменять в двигателе масло, поинтересоваться, сколько будет стоить замена в карабасе, что давно уже пора делать, но я это не делаю из-за финансового вопроса. Так, камера, иди сюда. Куда делся болтик? Вот он. Так. Ну, тут уже никуда без нашего мультитула. Сейчас мы эту скобку немножко разогнем. Оденем. Ну, так-то будет лучше. Загинаем. Все это обратно. Готово. Все. Ну все, теперь наш провод АБС в безопасности. Ну что, ставим колесо. Да, тут также мажем шпильки нашей волшебной смазкой. Ну все, ставим колесо. Ну вот и все. На все про все. Даже с учетом заезда в магазин за этими втулками резиновыми и
учитывая психологическую подготовку, ушло минут 20. Это не так много. Если данное видео кому-то оказалось полезным или просто было интересно смотреть, ставим палец вверх. Скоро будет еще какой-нибудь ремонт по Тойоте Наде. Все, всем пока.